Ну что ж, всем привет, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузревский, я рад вас приветствовать на моем живом канале. Живой канал называется, потому что на нем будут проходить только прямые эфиры. Старый канал остается, как прежде, действующим, на нем будут выходить выпуски в записи. Ну а сегодня, мои дорогие, я хочу с вами обсудить такую тему, которая интересует, на мой взгляд, достаточно большое количество людей. И эта тема, как решиться на перемены, потому что я знаю очень много людей, просто какое-то невероятное количество, которые хотят изменить свою жизнь. Я даже знаю много людей, которые знают, как изменить свою жизнь, но почему-то ничего не делают. И, на мой взгляд, здесь на самом деле очень простая психология, даже, наверное, лучше сказать, философия этого действия, точнее, скорее сказать, бездействия. Всем известна поговорка, да, что дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Но у этой поговорки есть продолжение, что первый шаг, он доступен вообще абсолютно каждому. Где бы вы ни находились, в какой бы ситуации вы ни находились, если вы понимаете, к чему бы вы хотели прийти в итоге, то для того, чтобы это получить, не нужно каких-то сверхспособностей, не нужно каких-то сверхдействий, нужно просто начинать поступательно делать определенные шаги по направлению к своей цели. И я знаю очень много людей, которые говорят: я хочу быть спокойным, я хочу много денег, я хочу иметь хорошее здоровье, там, сбросить лишний вес, изучить английский. Ну, все вы знаете все эти вопросы. Но проблема в том, что, как правило, люди хотят каких-то радикальных изменений. Люди хотят измениться в момент. Хотя, если внимательно проанализировать свою жизнь, то мы становимся теми, кто мы есть, не в один момент. Мы становимся теми, кто мы есть, постепенно. И здесь мне очень импонирует теория маленьких шагов. Ведь на самом деле секрет успеха в любой деятельности, он крайне простой. Его простота заключается в том, что нужно просто продолжать действовать. Но в силу того, что люди хотят измениться быстро, в один момент, ведь смотрите, как происходит. Когда мы чего-то хотим, ну, допустим, избавиться от какой-то привычки. Например, привычка переедания. Мы принимаем решение, волевое решение, и в какой-то момент времени мы начинаем действовать в соответствии со своим решением. И действуем мы благодаря чему? Благодаря силе воли. Сила воли очень хорошее качество. Как говорится, сила есть, воля есть, силы воли нет. Но вместе с тем, что сила воли хорошее качество такое, прям очень важное человеческое качество, это ресурс, но этот ресурс ограниченный. То есть на силе воли далеко не уедешь. Ты можешь принять решение и 10 дней держать диету, а потом срываешься. Или там, да, взять любую привычку, откладывать деньги. Возьмешь на силе воли, начнешь собирать, пособираешь 3 месяца, а потом увидел какую-нибудь ненужную вещь, взял и потратил все свои накопления. Это говорит о чем? Это говорит о том, что сила воли имеет свойство заканчиваться. И ни я не исключение, ни вы не исключение в этом случае. Так что же делать? Что нужно сделать, чтобы перемены произошли, причем желаемые перемены произошли? На самом деле методика очень простая. И заголовок этого стрима, картинки к стриму, который я подготовил, да, что дорога в 1000 миль начинается с первого шага,
И продолжение этой пословицы, что первый шаг доступен каждому, но и второй шаг доступен тоже каждому. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но смотрите, есть вот такая история, что мы очень сильно, по-моему, это Тони Роббинс сказал, что мы очень сильно переоцениваем, что мы можем сделать за год, за какой-то промежуток короткий времени, и очень сильно недооцениваем, что мы можем сделать за 10 лет. Например, я уже в каком-то из своих видео приводил такой пример, что если ты хочешь похудеть на 15 килограмм, то тебе не нужно похудеть на 15 килограмм за один день, даже за месяц. Ну, понятно, что это нереально, но тем не менее. А если худеть каждый день на 40 всего грамм, а похудеть на 40 грамм — это пройти 2000 лишних шагов, либо не съесть один бутерброд лишний, который у вас является излишком, да? Вот таким образом можно похудеть за год на 15 килограмм, сбрасывая всего лишь по 40 грамм в день. Или те люди, которые хотят изучать язык, к примеру. Если изучать одно слово в день, то за год ты изучишь 365. Возможно, это маловато. Но если ты будешь изучать не одно, а 3 слова, но каждый день, то ты за год изучишь 1000 новых слов. Это уже, как бы весомая история. Или даже, если ты будешь откладывать каждый день $1, или, не знаю, там, 3 рубля, или 1 евро, то через год, то у тебя уже будет 350 евро. И я уверен, что если кому-то из вас я сейчас скажу, вот у меня есть 350 евро, я готов ее отдать, эту сумму, любому желающему, то я думаю, что просто так, бескорыстно. Вы мне ничего не должны, я вам ничего не должен. Я просто готов эту сумму подарить. Я думаю, что вряд ли найдется очень много людей, которые откажутся. Да? Ну, если мы не будем корчить из себя скромного человека. Так вот, представьте, что к вам вот сейчас может кто-то подойти и сказать: на тебе $350 или 350 евро. Скорее всего, и вы за это ничего не должны. Скорее всего, вы согласитесь. А что мешает в течение года по $1 откладывать? Мешает, на самом деле, на мой взгляд, отсутствие навыка накапливать, отсутствие навыка делать накопления. И, на мой взгляд, это прям большая проблема большинства людей, которые хотят перемен. Потому что я склонен судить, что в мире все намного проще, чем мы стараемся это себе самому преподнести. О чем я говорю? Я говорю о том, что на самом деле вот есть люди, которые ищут какие-то сложные стратегии, ищут какие-то самые лучшие схемы и ищут какие-то быстрые пути. А на самом деле самый быстрый путь — это делать поступательные движения. Добрый вечер тем, кто к нам присоединился. Очень рад видеть. Канал у нас пока пустой, но я думаю, что благодаря вашим просмотрам и вашим лайкам в том числе, мы очень быстро наберем здесь достаточно хорошую и порядочную аудиторию. И предлагаю вам включиться в диалог, поддержать меня. Это мой первый стрим на этом канале. И давайте подумаем вот еще о чем. Что нам мешает достичь перемен? Первое, на мой взгляд, это отсутствие видения, какого-либо видения, к чему я хочу прийти. Второе, это отсутствие поступательных действий. То есть многие люди просто не готовы ежедневно делать медленные, маленькие, крохотные шаги к своим целям. И смотрите,
У меня есть... О, добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Ребят, немножко по регламенту. Я пока еще не могу полностью понять свое расписание и не знаю, как часто будут выходить прямые эфиры на этом канале. Но могу сказать, что будут выходить чаще, чем раз в неделю. В четверг в 20:30 по Москве точно будет эфир. Добавляйтесь в наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш старый YouTube-канал, который называется Юрий Пузыревский, NLP тренер. И там тоже будут выпуски. Но в телеграм-канале и в том числе в комментариях к каждому эфиру на этом канале вы можете задавать свои вопросы, писать свое мнение. Собственно, для этого соцсети и созданы. И на основании ваших комментариев будут раскрываться темы в дальнейших прямых эфирах. Большая вам благодарность всем тем, кто уже зашел на канал, и тем, кто уже подписался. Вне зависимости от того, смотрите вы прямой эфир вживую, либо смотрите его в записи, я в любом случае вам очень благодарен. Очень благодарен. Так вот, продолжим тему перемен и о том, что люди хотят быстрых перемен, но на быстрые перемены, как говорится, мало каки. Да? Мало каки у всех. И, конечно, здесь мешает нам, может быть, где-то инфобизнес и реклама, что кто-то там пошел на какой-то курс, прошел курс за месяц и получил невероятные результаты. Я всегда склонен говорить, что к этим всем вещам нужно относиться со скепсисом и задаваться вопросом, а какой процент получил мгновенный результат. Вот я, допустим, знаю, что некоторые люди, которые смотрят мои видео, они получают сразу результат. Некоторые люди сначала отсмотрят весь канал, а потом через год напишут, что у них получился результат. Это не хорошо и не плохо. Но я знаю, что большинство людей, не получают результаты с первого раза. И я здесь не исключение. Поэтому, чтобы перемены происходили, их нужно создавать. Ведь на самом деле все, что мы из себя представляем, оно состоит из наших действий. Оно состоит реально из наших действий. Без действий не будет ничего. Знания, конечно, нужно. Мне очень нравится такое выражение, что теория без практики мертва, а практика без теории опасна. И давайте сейчас сделаем вот такой один эксперимент интересный. Давайте представим, вы, кстати, кто смотрит эфир, можете делать вместе со мной, а кто не смотрит эфир в прямом эфире, кто смотрит записи, потом напишите свое мнение. Давайте представим, что у меня есть упражнение для вас, которое приведет к вашим целям. Вот давайте представим, что у меня действительно есть такое упражнение. И давайте его вместе сделаем. Что нужно сделать? Нужно подняться и повторить за мной то, что я буду делать. Я извиняюсь, что... А сделать нам нужно вот что. Нам нужно присесть и встать. Потом заново присесть и встать. Потом заново присесть и снова встать. Присесть и встать. В это время я вам напоминаю, что будет исполняться ваша мечта. Встать, присесть, встать, присесть, и последний раз. Вот я сейчас немного приблизился к своей цели. И я вас попрошу, просто напишите, кто из вас в действительности сейчас проделал со мной это упражнение. Это очень важно. Я могу сказать так. Когда я проделываю это упражнение на живых тренингах, я обучаю взрослых людей, могу сказать так, что где-то на 6-7 шаг взрослые люди сдаются. Они перестают делать. Вот смотрите, я даже сейчас не сделал больше 10 приседаний. 6 или 7 я сделал. Может быть 8. Суть не в этом. Можно будет потом пересмотреть на записи. Но суть в том, что было ли мне это тяжело? Да. Точнее, нет. Было ли мне это тяжело? Физически. Нет. Взрослому человеку присесть 10 раз – это не тяжело.
Было ли мне лениво? Да. Казалось ли мне это действие... Евгения, я верю в вас, что у вас все получится. Было ли мне лениво? Да. Казалось ли мне это действие бессмысленным? Да. Вот смотрите, у нас очень осознанная аудитория, и вы просто взяли и начали делать. Причем хочу обратить внимание, что те, кто нам во всяком случае сейчас комментирует, это девушки. Но, как правило, на тренингах, когда я делаю это упражнение, на 6-м или 7-м приседании люди начинают сдаваться. Они уже начинают не до конца вставать или не до конца садиться, ну и так далее. И многое другое. Или просто отказываются. И, к сожалению, это упражнение, или к счастью, показывает нашу вообще способность выполнять какие-то действия. Я напоминаю, что заранее рамку я задал такую, что в результате этого упражнения ваши цели и мечты будут достигаться, да? И мы согласились поиграть в эту игру. Но если для достижения вашего результата, для достижения вашей цели вы не можете сделать 6 приседаний, то это очень грустно. Ну, понятно, что если у вас там нет ног, или если вы инвалид, то тут другие упражнения. Но в большинстве случаев здоровые люди отказываются сделать что-то для своей цели. И также мы поступаем с большинством своих задач. И напоминаю, что тема нашего эфира, она больше такая философская. И здесь я просто хочу вам продвинуть такую идею, что секрет успеха очень прост. Результата достигает любой человек, который продолжает действовать. Вот кто сегодня с нами делал это упражнение, те большие молодцы. А кто просто посмотрел и решил, знаете, вот кто не сделал, обычно они такие: ну я сейчас посмотрю, потом увижу, что это даст. А может быть, это не мое, а может быть, мне это не поможет. Ну вот если с такими убеждениями, с такой рамкой подходить к любому жизненному вопросу, то, соответственно, и получается ерунда. Когда человек решает похудеть, к примеру, и оказывается, что а может я не способен, а может ну его нафиг, а может быть послезавтра, а может быть с понедельника. Как есть в детстве такая песня была, помню, на музыке, на уроках мы учили, с понедельника возьмусь, да. И это очень показательная вся история, потому что нам ведь на самом деле нужно немного действий для того, чтобы достигать своих результатов. Согласны ли вы с этим? И что я вам предлагаю? Я предлагаю вам начать менять свою жизнь прямо сейчас. И на самом деле для этого ничего не нужно. Я не молодец, Ольга написала. Ну, видите, Ольга, вы во всяком случае молодец и признались в этом. Я думаю, что вы можете исправить эту всю историю. Так вот, к чему я вообще завел этот прямой эфир и почему я об этом сейчас разговариваю. У меня к вам есть такое предложение, чтобы вы прямо сейчас приняли решение и начали менять эту жизнь прямо сейчас в соответствии со своими целями. И как это сделать? Ну, допустим, вы хотите накапливать больше денег, или вы хотите стать более богатым, да? Как мы можем это сделать? Мы можем сократить расходы, либо увеличить доходы. А теперь нужно задать вопрос. Что я делаю для того, чтобы увеличить расходы, либо что я делаю для того, чтобы уменьшить доходы? И если вы еще не находитесь на том рубеже, на котором вы хотите быть в плане финансов, к примеру, финансы это просто один частный случай, то вам нужно реально составлять список того, что я буду делать. И знаете, я вам приведу один такой пример интересный, касающийся денег, что я проводил коуч-сессию и проводил ее вживую. Мы встречались в ресторане, я работал с клиентом, и тема была на самом деле денежная. Человек жаловался, что у него не хватает ни на что денег,
у него их нету, у него сейчас нету работы там, а за сессию ему вообще там друг заплатил в качестве бонуса. И вот мы поработали, нашли какие-то убеждения, но суть не в этом. Когда мы прощались, что получилось? Получилась вот какая ситуация. Он куда-то спешил, а я, еще хотел посидеть немного. Он куда-то спешил, и я не помню, я выпил, по-моему, молочный коктейль, а он выпил чашку кофе. Детали здесь не важны. Суть в том, что чашка кофе стоит 5 рублей. И когда ему нужно было уходить, он мне дает 10 рублей и говорит: эти 5 рублей, которые будут сдача, оставьте это официанту на чай. И вот здесь мне стало понятно, в принципе, в чем проблема у этого человека. Что он просто не имеет привычки создавать накопление. Ну, смотрите, у него было 10 рублей, он выпил чашку кофе и оставил еще чашку кофе на чай, да? Я, в принципе, хорошо отношусь к чаевым, да, их нужно оставлять, когда вас классно обслуживают, такая культура, да. Но когда человек тебе в течение часа с небольшим рассказывает о том, как у него все плохо в плане финансов, как у него все плохо и не получается скопить, не получается создать какой-то капитал там на какие-то проекты и так далее, и так далее, и так далее. И он, как бы сам не имея должного дохода, он оставляет сумму вдвое большую, чем это стоит. Ведь если бы он оставил эти деньги себе, то он мог бы 2 раза выпить кофе. И это говорит о привычке. Это говорит о привычке, что я вроде как декларирую то, что мне вот это надо и необходимо, а на самом деле мои действия показывают абсолютно обратное. И такое происходит у нас сплошь и рядом. Или, допустим, человек ставит себе целью быть более целостным и спокойным. Вот, к примеру, есть такая цель — быть более спокойным. Что вы можете делать каждый день, чтобы быть более спокойным? Опять же, 2 вопроса. Первое: что я могу делать, чтобы быть более спокойным, да, у себя изнутри? И что я могу делать вовне, чтобы меня меньше что-то раздражало, да? И вот если просто чуть-чуть сместить свою привычку привычного реагирования, допустим, там, я иду по улице, меня раздражают белые машины. Но это же не машины меня раздражают, это просто в мире есть много белых машин, да? Или кого-то там раздражает белая моя прическа. Это же не я вас сижу тут своей прической раздражаю. Это же не владельцы белых машин специально покупают белые машины, чтобы меня раздражать. Это я раздражаюсь. А что если я в день вижу 30 белых машин? То я 30 раз в день буду нервничать. Но если я найду в себе силы, проходя по улице, не 30 раз прореагировать на белые машины, а 29, да, то есть 1 раз я отреагирую спокойно, не обращу на него внимания, то это уже добавит немного мне спокойствия. То есть я лишний раз перестану раздражаться. И здесь я предлагаю вам разделить вообще те маленькие шаги, которые вы можете делать для того, чтобы улучшить свою жизнь, на 2 категории. Первая категория — это действия. Это то, что конкретно я делаю.
И вторая категория – это мысли и реакции. Что можно в категорию действий отнести? Ну, допустим, если у меня есть в целях поправить свой, не знаю, вес, да, я могу чуть-чуть меньше съесть сегодня. Съесть не 2 порции, а 1,5, к примеру. Что еще можно отнести к действиям? Я могу выпить больше водички. Могу? Могу. Выпить не литр воды, а литр и 1 стакан воды. Что я могу сделать? Я могу потренировать английский, если вы этим занимаетесь, не 10 минут в день, а 11 минут в день. И таким образом вы будете приучать себя постепенно, очень постепенно улучшать свою жизнь. Даже банально можно воткнуться в соцсети не на полчаса, а на 25 минут. Вы уже сэкономите 5 минут времени. И вот действия, они на самом деле очень важны, потому что они вообще в принципе предопределяют нашу судьбу. То, что мы делаем сегодня, это аукнется у нас там завтра, послезавтра и через год. К сожалению, многие люди не могут или не хотят планировать какие-то долгосрочные вещи. Даже банально, вот знаете, еще такой денежный пример могу вам привести. Вот я иду, захожу в подъезд в свой, и там лежит 2 копейки. 2 копейки белорусских. И я знаю, что многие люди, им даже будет лень нагнуться за этими 2 копейками. А я нагибаюсь и кладу их в свой кошелек. А жена у меня спрашивает: а что ты делаешь? Я говорю: ты знаешь, мне кажется, Бог меня любит. Потому что сейчас я вообще был в шоколаде. Почему? Потому что я только что, ничего не делая, получил 2 копейки. Сумма не важна. Я просто ничего не делая, получил 2 копейки. Но я их нашел. Я уверен, что тот, кто их обронил, скорее всего, даже поленился за ними нагнуться. И одновременно я сделал еще физическое упражнение, да, сделал наклон тела. Какие тут минусы? Тут минусов никаких нет. Вот 2 пользы. Я получил ни за что деньги, и одновременно я сделал физическое упражнение. И таких вещей можно в жизни находить очень-очень много. И сейчас, если перейти к второй категории, вторая категория – это мысли и реакции. Потому что их тоже стоит немного у себя форматировать, их тоже стоит немного у себя изменять. По поводу мыслей. Мысли свои нужно отслеживать. То есть, если я привык на кого-то злиться, ну, допустим, на ребенка, на коллегу по работе, что если я заставлю себя 1 раз в день этого не делать? Вот просто скажу себе: все, вот сегодня 1 раз я злиться так не буду на какие-то привычные раздражающие факторы. И вы не поверите, насколько сильно вы будете собой гордиться, и вы включитесь в эту игру, и ваша жизнь будет становиться просто банально лучше. Банально лучше. Или, что еще очень важно проследить по поводу мыслей. Очень у многих людей есть негативные мысли о себе и о других. Например, там, пешеход выскочил вы водитель, пешеход выскочил на проезжую часть. И многие люди уже начинают его либо вслух, либо про себя поносить всеми благими и неблагими словами. А что если я 1 раз так не сделаю? У себя даже в голове. Вместо того, что скажу: какой козел неуклюжий на пешехода, который выскочил не в попад, я сделаю немножко рефрейминг у себя в голове. Скажу: как хорошо, что я остановился. Наверное, этот человек куда-то спешит, и ему нужнее, чем мне. Ведь на самом деле мы не знаем, куда люди спешат. И можно еще много-много делать со своими мыслями, еще много-много делать со своими реакциями. Например, задавать себе вопросы. А почему это не так? А почему это так?
или зачем я сейчас так реагирую. Потому что мы очень много тратим своей энергии на какие-то бесполезные вещи. Мы начинаем на кого-то злиться, осознавая или не осознавая то, что человек, в принципе, вряд ли будет под нашей злостью, либо по чем-то еще меняться. Это очень, мне кажется, вообще большая тема, когда мы пытаемся кого-то изменить, мы пытаемся очень сильно тратить много энергии на то, чтобы заставить другого человека жить в нашей карте реальности. Ну вот, допустим, я был свидетелем недавно такой ситуации, что, в общем, частный сектор, и там равнозначные дороги. Я ехал в такси, и таксист, может быть, он уставший. В общем, он не увидел машину справа, которая на перекрестке проезжала, а там равнозначные дороги, и не уступил ей. Я сидел на переднем сидении, и, честно сказать, я тоже не сразу увидел. Просто та машина, которая ехала нам в бок, это все было на очень маленькой скорости, буквально там 10 км в час, там частный сектор. И та машина, она остановилась, нам посигналила, и я, если честно, понял, что произошло, только после того, как он уже посигналил. То есть, действительно была такая ситуация, что, можно было не заметить этого человека, эту подъезжающую машину. Но что произошло дальше? А дальше произошло вот что. Эта машина начала нас преследовать, потом обогнала нас, остановилась, получается, перегородила дорогу. Оттуда вышел водитель, молодой парень, где-то моего возраста, может даже немного младше. И он подходит к этому таксисту и начинает ему говорить: ты правила учил, не учил, как ты ездишь там и все такое. Начинает качать права. Ты вообще в адеквате? А таксист говорит: извините, я не заметил вас. Что говорит, мне вам сделать? Я вас не заметил. Так что, может, давай разбираться, я тебе сейчас мог тут бок процарапать. А я сижу, наблюдаю за этим всем, и мне просто печально наблюдать за тем, на что люди тратят свое время и энергию. Да, если говорить про правила дорожного движения, то это таксист виноват, да, но ДТП не совершилось. Человек, который ехал, он притормозил, возможно, ему где-то резко пришлось притормозить, но, он поступил так, как он поступил, потому что даже если бы он не остановился, там бы не было никакого летального исхода, просто поцарапалось бы две машины, и все потратили бы кучу времени. Мне бы пришлось вызывать другое такси, таксисту надо было бы там со страховкой разбираться, этому человеку, который бы, человек предотвратил. Но вместо того, чтобы просто отреагировать на это спокойно, наверное, там таксист целыми днями за рулем мог не заметить. Он пошел качать права. И вы не поверите, минут 5 это все продолжалось, он не отходил, просто качал права. Ты правила читал там. Таксист уже признал все, говорит: да, я это самое. Говорит: что ты хочешь? А он перегородил дорогу и нас не пропускает. Давай, может, сейчас позвоним куда-то там и все такое. Я сейчас твой номер перепишу. Таксист говорит: переписывай, чё? Понимаете, это когда ситуация происходит из ничего. И мы таких ситуаций из ничего можем создавать просто какое-то невероятное количество. Причем этот водитель, который нам перегородил дорогу, он уже начал ко мне обращаться. Вы готовы ехать дальше с таким таксистом? Он же вас подвергает опасности там, и так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, у человека настолько много времени получается. Он в это время мог, не знаю, прослушать какую-нибудь видеозапись, посмотреть, не знаю, с ребенком своим побыть, что-то угодно еще, да, денег заработать, да. Но он предпочитает потратить свое время на то, чтобы трепать нервы другим людям. К чему я рассказываю еще эту метафору? К тому, что мы можем научиться менять даже свои реакции. И не нужно их менять сразу. Очень важно, любую реакцию, чтобы ее изменить, ее нужно просто осознать. Где я трачу много времени, где я трачу мало времени.
чему-то более важному начать уделять больше времени, чему-то менее важному начать уделять меньше времени. И то же самое в мыслях. Если вы поносите кого-то словами, то, возможно, это стоит пересмотреть. Я, допустим, раньше много времени тратил на то, чтобы отвечать на комментарии, возможно, не самые позитивные. А сейчас я для себя решил, а почему я должен вообще тратить на это время? Ну, там есть люди, которые объективно, просто пишут какие-то не самые приятные вещи, но я-то понимаю, что от того, что я с ним пообщаюсь, позадаю коучинговые вопросы, НЛПерские вопросы, во-первых, он мне за это не платит. И даже вы, мои дорогие зрители, от этого страдаете, когда я трачу время на переписку с какими-нибудь там хейтерами и негативщиками. Почему? Потому что в это время я не снимаю для вас новые видео, в это время я не снимаю для вас дополнительный контент. Я просто напрочь отказался. Я, если вижу негативный комментарий, я просто стал его пролистывать. Легко это было? Вот честно скажу, нелегко. Но просто очень важно создать себе некий якорь и принять решение, что вот все, я больше в этом дерьме не участвую. И теперь, когда я вижу, мне приходит какой-то там негативчик, я просто вспоминаю. Потому что вот на самом деле самый важный человек в вашей жизни — это вы сами. Для меня я самый важный человек. И я себе напоминаю. Говорю: Юр, можно даже так диссоциированно. Говорю: Юр, слушай, ты же обещал сам себе, что ты не будешь тратить на это время. И тут в этот момент я сразу убираю и все, перестаю. Просто я любитель. Я любитель еще поспорить и доказывать. Но я для себя принял решение, что я вот эту часть времени лучше буду тратить на то, чтобы создавать, допустим, для вас новые видео или там поработать с клиентом лучше. Вот, в принципе, и все. Что я хотел вам сказать, мои дорогие? Я хотел сказать, что я в вас верю и что жизнь легко изменить, если делать маленькие, микроскопические, малюсенькие просто шаги каждый день. И будет очень круто, даже если вы смотрите в записи, что вы напишите какую-то маленькую свою реакцию, которую вы можете изменить. Пускай не каждый день, не целый день вы ее можете менять, но хотя бы постарайтесь это сделать. Для меня это будет очень хорошим бонусом. Я буду понимать, что я это время потратил не зря, поделился своими историями. Вот, рассказал вам про то, как я работаю со своими комментаторами. Хотя на самом деле таких привычек много. У меня тут очень сильно сместился режим дня и ночи, и я поздно ложусь и поздно встаю, соответственно. Ложусь после 3 и встаю, не раньше 10. Я для себя решил, что я каждый день на 15 минут буду просто раньше ложиться. Я сейчас над этим тоже работаю. И будет очень круто, если вы напишите то, над чем вы будете работать. И ведь поверьте, если вы поставите себе какую-то задачу на год, пусть эта задача будет такая некритериальная, стать счастливым, да, и просто начнете один раз в день становиться более счастливым, не реагируя на какую-то дичь, то через год вы станете очень счастливым человеком. То же самое касаемо денег, то же самое касаемо всего того, чего вы хотите. Ну что, теперь подожду вашей обратной связи. Дайте обратную связь, насколько вам был полезен этот ночной прямой эфир. Напомню, что обычно стримы у нас будут проходить по четвергам в 20:30 по Москве. Это регулярные стримы, но такие спонтанные, вот просто, что говорится, наболело. Да, мысли собрались в кучу, и захотелось с вами поделиться тем, чем я поделился. Жду вашей обратной связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на наш основной YouTube канал. Там уже больше 300 видеороликов на тему НЛП, изменений и не только. Ну и также у нас есть еще и канал про коучинг. В описании к каналу вы можете найти все эти каналы и подписаться.
Был очень рад вас всех видеть. Дайте сейчас мне обратную связь. А если смотрите в записи, напишите комментарий. И до встречи в четверг, а может быть и раньше. Напоминаю, что на этом канале действуют такие правила. Все вопросы, все темы, которые вы пишете в комментариях, будут попадать в наш контент-план и учитываться при создании дальнейших эфиров и при создании дальнейшего контента. Ольга написала: интересно, применим обязательно. Спасибо вам, Ольга, что вы с нами в столь поздний час. Юрий, благодарю. С завтрашнего дня начну формирование привычки накопления. Причем, вот смотрите, Евгения, что касается привычки накопления, это не должно быть нечто фанатичное. Можете вы $1 в день откладывать, откладывайте. Не можете, откладывайте там $0,5. Самое главное, чтобы это происходило каждый день. И вы очень сильно удивитесь. Очень сильно удивитесь. Я, допустим, откладываю, у нас в Беларуси есть такие 2-рублевые монеты. Они чем-то напоминают евро. И 2-рублевые монеты я просто складываю в банку. Не каждый день, просто когда мне попадается 2-рублевая монета, я ее кладу в банку. И знаете, очень приятно. Через пару месяцев там достаешь, а там уже 100-200 рублей. И ведь эти деньги, они, во-первых, не учтены, а они могли просто раствориться, они могли потратиться куда угодно, не знаю, на покупку каких-то ненужных вещей, а может быть нужных, на еду, на что угодно. И это приятно. Когда ты видишь, что у тебя в кошельке нету лишних 2 рублей, ты не покупаешь там, я не знаю, лишнюю шариковую ручку. Это тоже очень сильно помогает. Благодарю, полезная информация ввела в привычку отслеживать свои эмоции. Вот смотрите, по поводу эмоций вообще очень круто, если вы проведете над собой этот эксперимент, который будет заключаться в том, что вы наведете себе будильник на каждый час и заведете какой-нибудь блокнот, и каждый раз, когда у вас будет звонить будильник, вы будете записывать ту эмоцию, которую вы испытывали до того, как зазвонил будильник за там 10 секунд. И вы заметите очень много интересного за собой, что большую часть времени вы пребываете в неприятных эмоциях. Это очень важно. Но переехать в другой город все равно боюсь. Дети предлагают. А вот смотрите, если вы каждый день начнете думать о своем переезде, пускай мысленно начнете себя там каждый день представлять, если вы каждый день начнете, может быть, собирать вещи, по одному носочку в чемодан будете складывать, или приблизительно там заведете какой-то угол у себя в квартире, который будет вам напоминать о переезде. Если вы поживете с этими мыслями там 3-4 месяца, или может быть больше, вам решение принять будет уже намного-намного проще, намного-намного легче. Поэтому очень рекомендую. Внедряйте, мои дорогие, маленькие, короткие шаги, ежедневные. Просто задайтесь вопросом, а что я могу делать? Вот что я реально могу делать? И все у вас будет круто. Ну что, с почином нас. Можете оставлять донаты, если у вас есть такое желание и возможность за эти прямые эфиры. Мы с вами уже почти час в эфире. И это первый стрим. Вы уже отметились. Ольга Маланина, Евгения Алферьева, Татьяна Бардина. Вот, 3 человека вместе со мной были на первом прямом эфире нового канала. Вы уже вошли в историю. Я был рад вас приветствовать и до скорых встреч. Точно увидимся в четверг, а возможно еще и раньше. Пишите в комментариях темы, которые вы бы хотели обсудить со мной вместе. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.